Всем привет! Вы на канале Галя из Камбоджи. Я Галя, и для тех, кто меня видит впервые или недавно подписался, я живу в Камбодже, и у меня на канале есть рубрика «Гости и в гости». И сегодня я в гости приехала к прекрасному Александру. Саша, привет! Привет. Саша старожил. Саша живет очень давно в Камбодже. Сегодня Что прям очень давно. Да, очень. Окей. Ну, по местным нашим меркам это очень. Окей. Да. Поэтому я буду сегодня пытать рассказами интересными. Расскажешь? Да, я расскажу. Что-нибудь так, чтобы звучало интересно, красиво. Поехали. Привлекательно. Поехали. Саш, привет. Привет, да, еще Я раз. к тебе, приехала в деревню. Да, дальний пригород. Дальний пригород. Ну, на самом деле, полчаса примерно я сюда ехала. Полчаса, но если по радиусу от центра, то все равно дальний пригород. Удобно. Дорога рядом, асфальт. Удобно, она асфальтированная дорога. Чуть-чуть перегруженная. Ну, вот делать вот эта дорога красная, она построена буквально 2 года назад. Вот. Участок я этот купил 6 лет назад, в 2020 году. Ой, сейчас расскажешь, как это делается. Весьма интересно, есть моменты, привлекательные. Да, покажешь дом? Покажу. Это студия вилла из палок и чего-то там еще, как и говорится. Другого надежного строительного материала. Ну, с очень умеренным бюджетным сметированием, скажем так. Вот. И с учетом климата здесь, климат почти экваториальный, тоже вот кто смотрит, надо понимать такие моменты, вот, что здесь не капитально строят, другой фундамент, вот можешь снять здесь. Основа — это земляная насыпь, обложенная достаточно крепкой кирпичной стеной. Вот. И вот она не приподнят дом от влаги, вот, и стоит над этим. Так нюансы. И рисовое поле. В общем, Саша построил себе дом в рисовом поле. Здесь а вот здесь у тебя идет, прям где, видишь, такой же. По-богатому. Это богато. Вот едет он как раз, ты можешь чуть-чуть отойти. Это вот, на Лексусе. Да? Ну, пойдем, покажешь. Популярно. Сань, ну расскажи, как ты в деревню забрался-то? Я как забрался в деревню? Ну, это не сразу, постепенно, через людей, через культуру. Ты когда приехал в Камбоджу? В апреле 2012 года. В 2012 году? Да. Я, кстати, в 2011 переехала тогда в Таиланд. Ну, вот в одно время примерно. В одно время примерно. Массовый переезд. Сейчас, по-моему, не было слышно. Вот. Ну, окей, еще раз, да. В 2011, 2012. Да, ну тут хорошо, кстати. Так спокойненько. Потом уезжал, и в конце 12-го приехал уже окончательно. А как турист приезжал в 2011 году. В Камбоджу? И в Таиланд, и в Камбоджу. Сейчас я у тебя расспрошу, почему все-таки Камбоджа. Мне кажется, добровольно в Камбоджу редко кто переезжает. Редко. Я тот самый экземпляр. Вот, да? Самый редкий. То есть ты выбрал прям Камбоджу? Нескромно звучит. Или Камбоджа выбрала тебя? Наверное, так вот, да. Потому что... выбрал меня, если то есть я выбирал Камбоджу из чего-то, или как многие от чего-то, то есть, ну, там от чего-то уезжают. Да, от чего-то. Я ничего не уезжал точно, просто мне понравилась страна. И еще был очень такой, так сказать, такой триггерный момент, что у меня был контракт распределения в университете и контракт на госслужбе. И он был интересный, не очень простой в плане, очень загруженный. У меня лично жизнь была вся на работе практически. Я рядом снимал комнату. Все, очень большой опыт был. Вот. И этот контракт закончился. И прежде чем заключать новый, я поехал как бы по местам, где я уже был. Мне понравилось. И особенно так вот был стереотип, ну, понимаешь, как многие наши гости, туристы, представляешь, что здесь там красные кхмеры. До сих пор мины кругом, да, какие-то. Мины, кстати, кругом. Ну, есть, да, мины. Здесь коровьи только вот у меня. Так, сейчас я переверну камеру. А это твой житель, да? Это кот, который здесь рядом, у него, так сказать, семья. Это кот местной породы. У нее нет какого-то названия, ну, назовем ее чма срая. Чма по... Все кошки, я называю их чмоньки. Абсолютно. Потому что есть длиннохвостые, это они городские, смешанные с другими привезенными. А вот такие именно, вот такой хвост крючком, как у меня баранкой хвостик. Баранкой такой прямо, вот пружинкой, как и хрящ такой крепкий. И большие. Это прям камбоджийская кошка, да? Знаешь как? Наверное, вот Южная Азия. И именно районов Южной Азии, где редколесье и степь. Вот как раз этот район, здесь вот этот район, исторически здесь вот такие почвы, здесь много песка. Вот.
Ну, не только денег. Ну, покажи дом-то. И вот он находится, у него большие лапы, он прыгает. Да, он охотник. Приносит тебе добычу? Приносит, кладет, все это течет, кишки, кровь там у меня возле меня это бывший там. Ну, я пару раз снял. Хорошо, что мои коты сытые и ничего мне не таскают. Он поест, ну вот все равно вот так вот. Дом-то покажи. 5 метров на 20. Так, пойдемте посмотрим. Ты сам его построил, да? Под моим четким руководством бригада строила в несколько этапов. То есть я вот накопил денег, заложил фундамент, потом, ну, я имею в виду стены с землей, да, вот этот насыпь. Потом еще прошло годик, потом еще, ну, накопилось, как правило, с сезоном. Вот. Еще, и каждый год была разная бригада. Немножко разный подход был. Вот. Ну, да, в основном я приезжал, проверял все сам. А что тут проверять? Это такая маленькая студия на одного. Так, ну все такое чистенькое. Приветики. Это мы здесь чаевничать затеяли. Ничего, я месяц назад переехал только. У меня еще есть по-прежнему комната, которую я снимаю в центре. Я ее снял за $50, там сделал небольшой ремонт, потолок, ставил кондиционер перевез сюда. Вот. Не я одна, да, с ремонтами? А это чего? Есть свободное время, и, в общем, конечно, здесь это все... Это творческий процесс. Бюджетно. Потом для себя ж любимого. Да. Вот, и как бы творчество, типа, приятно этим заниматься. Когда получилось, знаешь, какой кайф, когда получается. Я знаю. Вот, ты думаешь, вот то, что у меня не было до этого опыта такого, вот, ну, прикольно. Ну, прикольно вот. Себе дом построить. Ну, такое, есть много дешевых, откровенно дешевых материалов. Вот, какие-то... Вот. А из чего стены? Кирпич. Вот этот красный кирпич. Кухня вот такая вот, ну, отдельная. Здесь жалюзи, которые генерят ветер, да? Да, проветривают. Французские. Там рисовое поле, ребята, посмотрите, там рис растет. Давай сразу вопрос от зрителей. Змеи есть? Змеи есть. Ну, как правило, в сезон. Я давно ел их. Это такая забава для туристов, наверное, а у местных это, ну, такой снэк, что ли, на каждый день еда. Саша мой коллега, мы, вернее, коллеги, да? Саша, гид исторический, очень хороший, я даже брала у тебя урок, когда здесь да, точно, да, я уже подзабыл, да, ну, что-то я показываю, такие интересные детали какие-то. Да, Саша молодец, не отказал новому человеку. Всегда интересно, ну, и показал маршрут, потому что, ребята, для гидов, конечно, информацию набрать это не такая большая проблема, как, собственно, выстроить сам маршрут, чтобы он был очень удобный. Поэтому спасибо тебе. Да, пользуясь случаем. Да, у меня есть неплохой маршрут на велосипеде. Ребята, контакт Саши прямой, как всегда, у меня в описании, поэтому кто хочет с очень умным, эрудированным человеком съездить на экскурсию, это Саша. Вот Саша, правда, исторический гид. Ну, по части истории, да, наверное. Как котика зовут? Сеня. 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 Сеня по-кхмерски. Сеня. Да? А тебя как по-кхмерски зовут? Алик. Алик. Это фамильярная приставка. Любое слово делает несколько забавным. Ну, как вот такой, может быть, как суффикс уменьшительно-ласкательный в России, может быть. Я по-кхмерски, хоть ты сказал, я долго живу здесь, за столь долгий срок можно было выучить и получше. Ну, ты хорошо говоришь. Могу быть и лучше. Вот, могу быть и лучше. Да, вот. И, это вот как бы как Саша Шурик, например, вот. И дети, школьники, или вот сейчас на велике ехала, Пулек, это дядя. Да. А сверстники это, или кто давно знает, Олег, или водительскими работает, только Олег. Саш, ты построил себе дом. Да, дом-студия. И, ну, это детали, да. Какая разница? Вот он, я в нем сижу. Ну, да, он стоит на земле, которую иностранец себе купить не может, а ты купил. Иностранец не может купить землю во всех странах АСЕАН, вот, не может ей владеть. Владеет ей камбоджиец, а мне надана в пользование, в видение хозяйственное, постоянное. То есть это документально как-то оформляется? Это есть, нету конкретной схемы для всех.
Мгм. Как правило, это индивидуально, либо индивидуально под случай, под ситуацию. Например, мой случай, он будет не очень, сейчас скажу, немножко диковато будет звучать для людей, которые только приехали первый год. Потому Мгм. что здесь, в Камбодже, не только в Камбодже, но мы сейчас в Камбодже, очень важна, даже превалирует где-то традиционная форма права. Что это такое? У нас в России тоже такое есть. Это форма устной сделки, форма традиционных понятий, традиций. Да? Ай. Например, да, ты, например, здесь вот там, с алтарями под деревьями. Да, то есть, или, в общем, если свидетели есть, люди, что твоя земля, ты тут жил, там, например, да, ни бумага, ни фотографии, какой они читать, писать не умеют, да, то это уже твое. То есть фотки в Facebook Да какой фотки в Facebook? Нет, имеется в виду, что здесь человек, не умеющий читать и писать, для него не может классическое право распространяться. Он по классическому праву не способное лицо. Тоже Нормально. развивается. Камбоджа тоже развивается. Неужто тут до сих пор спрашивают соседа, чья земля? Документально-то она же все равно оформлена. Да, камбоджийская, не могу, только если паспорт получу. А паспорт, натурализацию пройти, сдать экзамен, там, кстати, это реально. Но пока, да, возможно. Хороший пример – это соседний Таиланд. В плане, там похожая история с законами, только в Таиланде превалирует не традиционная форма права, а кодекс о законе. Вот. Это не потому, что они там лучше, а потому, что другой этап – это промышленная страна, есть устоявшиеся там отношения, договорные и так далее. Да? То есть, так, давай русским языком все-таки. Ты очень завуалированно говоришь, как землю-то оформил. В пользование. То есть она оформлена на Кхмера, и он тебе передал права. Да, и все документы. У тебя. Да. Но имя его. Имя его. То есть он придет, скажет, это моя земля, а ты скажешь, а соседи подтвердят, что я тут живу 10 лет. Нет, смотри так, если он захочет забрать, он заберет. То есть все равно на доверие? Да, нет, на доверие это фундамент, основа, но это не только это. Не только доверие, должна быть еще бумага, что вы не имеете друг другу претензий. Он написал, что какую-нибудь расписку, что он тебе ее отдал в пользование? Да, именно вот расписка. Как раз, да, в виде расписки, потому что в моем случае я оформил на гида, с которым я постоянно работаю. Вот. Какие налоги, кстати? Налог ты платишь сразу при покупке. При смене собственника ты платишь налог. Все. И потом ты не платишь налог. В течение года, еще что-то. Сколько земля стоила? Земля стоит по-разному. Мне легче сказать, сколько стоит вот эта вся конструкция с фундаментом. Не, а землю что ты покупал? А земля... Дело в том, что вот конструкцию люди видят. И понятно. А котик земли не до конца понятен. Вот, поэтому землю можно купить за 5000 долларов. Да. Участок на 5 на 20, скажем. Другое пространство, просто такое вытянутое. Да, здесь прямоугольниками все. Ну, есть еще разные виды земли, что ты не можешь строить. Есть земля, которая близко к региону Сием Рип, богат всякими храмами, старыми археологическими местами. Ты даже можешь не просто холмик какой-то. И там может быть ограничение на стройку, которую местные называют под названием управляющая компания Апсара. Там может быть храм в этом холмике. Его рядом, его территория, какие-то дороги, которые проходили, там камушки. Ну и просто вот такой закон. Нужно там строить именно в традиционном стиле. Этот регламент, здесь же законы, они не разглашаются людям, здесь держат люди невежество во многом, власть осознанно. 50% читать, писать не умеют, как они узнают закон и так далее. От старосты. Закон, от старосты, да, да, абсолютно, да, кстати, да, хорошо, тут муниципальное отделение, вот такое. Ну, ты на этой земле, ты можешь, где храм построить, одноэтажную постройку с деревянными стенами, там какой-нибудь очень скромный туалет, крыша, ничего. Канализация там не будет? Канализация, септик, да, это тут можно, и сейчас скажу, это как раз элемент традиционного права, друзья. Вот, кто не понял,
ты платишь деньги в местному старейшине чуть-чуть. Ага. Можно про это говорить? Да, можно. А да, все так делают. Господи, все так делают в этой стране, все. Местному старейшине чуть-чуть. Потом главный самкат, муниципалитет, там именно по земле. Ага. И тогда они свидетельствуют, и полиция еще дальше, какого-то такого уровня. Так, Вот. 3. Я 3, там все вот так вот, как пантон богов. Чем больше, тем лучше. Чип-чип-чип-чип-чип. Чем вот так для них. Да-да-да. Там нету. Фиксированные суммы есть таксы? Смотря за какие операции. За туалет. Я ничего не платил. Я заплатил точнее, вообще на минималках. Не то чтобы я уперся, но потому что я немножко почву изучил. У меня статус старая деревня. Ага. То есть нельзя здесь построить большую гостиницу. Но домик аккуратный, вот как там, Мгм. можно. С определенным цветом крыши. Да, даже такое Вот, правило здесь есть регламент на цвет крыши и Какой регламент у тебя цвет на крыши? фасад. Здесь синий, Это белый в деревне? и бежевый. Да, Вообще тоже по всему вот по этому, всему. по всем этим, да, традиционно. И, А цвет стен? к сожалению, нету регламента, потому что здесь очень много, у меня цвет, окей, белый, пошел менять легко. Вся Мгм. краска копеечная, фасадная, с водой размешал, просто провел и все, что Это внутри, что интересно, это. Да, кстати, даже. вообще, я не стал заморачиваться, что внутри, что снаружи, одна и та же Есть краска. регламенты. А, Правда, есть, очень похожи есть. все деревни друг на друга. Есть, да, и я тебе скажу, что единственное, нету по цвету, к сожалению, вот эти кислотные цвета дома иногда бывают, Да, типа да. здесь живет какая-то Но это дюймовочка редко бывает, чокнутая. потому что это дороже перекрасить. Еще раз. Это редко бывает, потому что это все-таки дороже. Конечно. Ну, Мгм. естественно, люди экономят по-разному. Так, с водой 100 литров, под ним септик, не знаю, метров 20 туда, 15. В общем, достаточно вполне. А приехать, машину вызвать, приедет, не вопрос вообще. Раз в 5 лет, раз в 3 года. И недорого это стоит. Ну вот, все проветривано, простая крыша. Крышу можно, наверное, керамическую поменять. У меня типа шифер. Давай про твой случай конкретный. Мгм. Как ты выбрал здесь именно? Да, я в объявлении нашел, вот буквально перед ковидом, нашел, думал, мне мои говорят в России, мои родственники первой линии, я что-то, может быть, возьмешь там что-то. А я в Краснодаре уже купил. Ага. Я сам сочинский, вот. Неважно откуда, там целая история. Вот, родился вообще в Иваново, в текстильно-промышленной. Я отложил и купил маленькую студию тоже. Я на этой живу сейчас, я сдаю посуточно. Прикольно. Вот, да. Ну, Это хорошо. хорошо, что мать рядом живет. Вот, и она за всем Контролируешь. заботится, Ага. да. И, вот, она там рядом свой магазинчик, салон. Там, То есть вот, ты там да. купил студию, а здесь землю. Мгм, потом, я говорю, а что ты, если у тебя, здесь постоянно, может быть, и здесь что-то возьмешь, вот. Я уже думал брать, но вот это, что ты не можешь на себя оформить, Мгм. это вообще дичь, думаешь, что заберут же и так далее. Как правило, вот у нас, вот мы говорим, да, заберут, а есть же практика. Мгм. А практика, когда забирают, муж, жена, отношения, часто иностранец муж, Мгм. супруга кмерка. Это из примеров, когда неудачно мы говорим про это. Вот, когда землю отнимали, да? И вот у них что-то там, как правило, ревность. Там, разошлись они, разошлись, и да, всё, осталось жене. да. И Он не имеет никаких. бывает да. так, что разошлись намеренно файтинг такой, вот так, чтобы было больше с традиционным правом, с точки Ага. зрения, у нее забрать причин. Потому что местные не знают традиции. Ты не можешь кричать, агрессию публично проявлять. Ты как иностранец здесь должен, ты все-таки представитель своего народа, и земля-то не твоя, в конце концов. Да? Короче, не кричать, не ругаться. Вот так, а с соседями. Даже есть проблема, у меня с мусором всегда проблема местная, уборка. Я сам ночью, либо на рассвете хожу, убираю улицы. Почему? Я люблю чистоту. А Люблю здесь порядок. нету муниципального? Нет, я потом и складываю, а муниципально увозят. Вот. Это то немного, есть это нету как уборщика, фигня, который это да, тут фигня и удовольствие. Ага. Было в местах, где больше прямо с этим, как это, сопротивление. Да, мы будем мусорить, я буду убирать, мы будем мусорить. И добро побеждает, потому что здесь такая земля, здесь вот, когда уберешь, так все классно, чисто, такой резерв, прям охрененно.
В общем, да, с местными нельзя конфликтовать в русском стиле. Мгм. Это точно в Камбодже. Ну, вообще абсолютно. нельзя. И это не минус делать. местных, просто, ребят, ну, разная культура, вот и все. Да, это вот там на Кубани, где-то там дали друг другу в лицо крепко, да, а потом на следующий день, братишка, Братаны там, да, опять, братаны, да. прям искренне, братаны, все. Да. Ни хрена здесь не получится, если ты вообще нельзя бить. Вот. Живых людей. Только ты про землю так и отказываешься говорить, сколько она стоила. Мой случай, да? 100 метров асфальтовая дорога. Так, ты не 10 рекламируй, цену мне 10. скажи, я уже полчаса пытаюсь у тебя ее Я покупал за вызнать. 6,5 тысяч, 6,5 тысяч но долларов. плюс все тому, то там, да, и там переоформи еще земля старая деревня. Это Ага. там, ну, особый момент здесь. Надо больше согласований, вот, скажем так. Ага. Вот. То есть И старости, везде. полиции. Да, Да везде что-то. церковь Ты знаешь, я третье, вот тогда, когда я все покупал, третье, я все это делал в присутствии третьего лица. То есть это Сеня, вот да. я все с третье лицо еще было, С тобой которое, кто-то да, ходил, да? вот. И который тоже делал, который сделал несколько ошибок. То есть, который приехал с обвинением, так, ну, не как юрист, но сознанием, а человек с опытом. Ну, что это такое? Иди сюда. Так. И немножко можно было где-то поменьше дать, например, да, Ага. вот, где-то сказать там, вот, не дам, например. Вот так. Это еще тоже такой момент. Не, ну старости надо дать. в любом Да нет, случае, старость мало. вообще, это самый главный человек у тебя. Не то, что как вот с кем нужно здороваться, это как раз все адекватные люди. Где бы я ни жил, староста, это всегда прямо образцовые такие примеры. И староста каждое утро он идет с коровками на рассвете, забирает, здоровается. У него перечная плантация, перец чили. Чили, ага. Ой, вообще вкусно. Прикольно. Очень вкусно. Так, а дом сколько Балдеж. вышел построить? 12. 12 тысяч. Да. А сколько ты устроил? В 3 этапа 2,5 года. Но Да, если постоянная крыша. если без остановки, вот Мгм. сколько ушло, да не 3. Ну, быстро достаточно. Я вижу, что они быстро Ну, здесь да. достаточно строят. Ну и Ну, тут понятно, ничего по такого. мере поступления денег. Но я тебя Да. поздравляю, что классно. Спасибо. Свой почти. Да, в общем, Практически да. свой. Ну, во всяком случае, если хозяин земли будет продавать, то все участники, бенефициары в сделке остаются в долях, в участии. Это точно. Он не может игнорировать никак мое безучастие. То есть это не получится. Вот. Может, получится ее продать, но без меня вряд ли. Вот так. Ага, то есть все-таки защита есть какая-то. Ну, если проецировать вариант, Мгм. когда это может случиться, ну, Полонский был туда, например, вот у него просто без суда и следствия, Ага. ну, грубо, все забрали. и всё. Отобрали. Да. Не, ну мы же можем так говорить, что вот твой друг, на которого ты оформил, да, гид, с кем ты работал, что-то там у него произошло в голове, он решил, да, пойду Сашу обману и продам. Я землю. думаю, что он, А ты тут живешь. я думаю, что он испугается. Вот. Тебя? Ну, вообще этой ситуации. Ага. Потому что это профсоюз, мы вместе работаем просто, и он туда попал не просто так. То есть Мгм. это как бы очень коллективная ответственность, и он, благо, умный чувак, он не отсюда, он с компота родом. Вот. И он понимает, что, я думаю, что, я уверен, что он понимает, что если он так сделает, то он потеряет гораздо больше. Вот. Ну, в общем, это не для всех, купить здесь землю точно. Ну Вот. да, с квартирами-то Да. все понятно, там на себя оформляешь в определенных проектах. Да, это можно проще сделать. оформление, потому что на А земле с ставить, землей да. вот такие вот схемы. Ну, видите, вот вам человек, который на это Ну, пошел, я это бы, сделал. в общем, если кто-то интересуется, может спросить Контакт поподробнее. Саши есть. И Да. под гарантии неопределенные, а в общем-то, прецеденты есть. Под неопределенные гарантии. Да нет, как я Можно. скажу? Ну, я скажу юридическим языком, ну, опять же, Мгм. вот как по понятиям. Мы у этого человека, на которого оформим, заберем и все документы,
и его все данные, и где он живет, и он поймет, что не надо обманывать. Слушай, я прям задумалась, потому что мне нравятся, конечно, готовые красивые проекты, которые тут продают, но вот построить себе свой Дешевле. небольшой домик, это разы дешевле получается. То есть за $20 000 можно прям хорошо. Да, Строить? просто я почему так не хотел долго говорить стоимость земли, это потому что это выше сейчас, это 20-й год, сейчас она стоит 12 уже. Ну то есть уже дороже. А через да. 2-3 года будет еще больше, потому что у этого всего района меняет статус на полную вольную застройку. Ну, Вау, класс. не полную, не Ну, полную короче, вольную. круто будет. Блядь, да ну я просто тогда своим языком не вольная застройка. Здесь все равно в Симрипе нигде вольно ты ничего ограничения на высотность. На hard title, как по-русски. На Ну, в общем, можно да, больше делать. можно более несколько этажей, вот как вот здесь. Да. И через какое-то время здесь это будет. Вот Это как... будет городом через какое-то вот здесь время, это потому что это недалеко, это макро рядышком. Магазин. Таунхаусы, да. В общем, здесь Таунхаусы я сейчас ехала, и виллы там. Понятно, вот здесь что будет они таунхаус, они уже вырыли вот Да, это дерево, вот там Причем будет. развивается быстро, и я вот всегда тоже говорю, Саш, и подтвердили, опровергли, что кхмеры, они потенциально очень богатые, у них у всех земля в собственности, вот эти рисовые поля, они все в собственности. Земля здесь растет, как трындец. Это очень важное преимущество, основа жизни, когда есть своя земля, на ней что-то растет. Вот, и они уже богатые, потому что есть Анкор-Ват, мне кажется, потому что это настолько, да, настолько потрясающая вещь, храмы, которые вот основа, Конечно, источник это вообще, всегда будет источник всего абсолютно, вот, и это уже, наверное, первое богатство. Так. Храмы, наверное, храмы прежде всего, потому что мы здесь с тобой из-за храмов, так или иначе. Это ну вот, да. Анкор-Ват убери, вообще, что тут будет? Что делать в Камбодже? Если Нет, да, и Анкор-Ват вообще будет ли здесь Камбоджа, да, если убрать Анкор. Поэтому храм это первопричина, а все вокруг это уже такое, вот, наверное, дополнение. Такой разговор у нас получился, даже, я бы сказала, он не запланированный абсолютно, то есть мы не готовились к интервью. Ребята, пишите еще вопросы, потому что Саша, он здесь реально давно. Он может рассказать изнутри. Я не читаю ни по-кхмерски, к сожалению, вот не пишу, то есть... Ай-яй-яй. Вот это... И, ну, это, как это? Они не будут наши зрители писать на кхмерском, ты не переживай. Говори, ты тоже не читают. Все, всем спасибо, друзья мои, спасибо, что вы с нами. Вы на канале Галя из Камбоджи. Лайк, комментарий, подписка, если вы не подписаны. Пока-пока.